Эта компания изменила видеоигры минимум 3 раза. Она создала Half-Life, Portal, Counter-Strike и повлияла на то, как мы играем до сих пор. А потом как будто перестала выпускать новые игры, как раньше. Not that I wish to imply you have been sleeping is more deserving of a rest. It would have gone. Certain objects may be vital to your success. If at first you don't succeed, you fail. Сегодня разберем, почему Valve стала легендой и с чего все началось. Valve родилась в 90-х. Ее основали ребята, которые раньше работали в Microsoft. Не звездные геймдизайнеры и не ветераны студии. Просто люди, которые решили, игры могут быть устроены иначе. Не как тир, где ты бежишь от арены к арене, а как история, которая происходит прямо с тобой. Без паузы, а теперь сюжет. Сейчас это звучит привычно, но тогда это был почти вызов индустрии. Давай честно, в конце 90-х шутеры часто работали по шаблону. Ты проходишь уровень, тебя останавливают кат-сценой, потом снова уровень, снова кат-сцена. Ты как будто играешь, а тебе потом показывают кино. Valve же решила сделать наоборот. История не должна выдергивать тебя из игры, она должна жить внутри геймплея. В Half-Life ты не зритель. Ты приезжаешь на объект, вокруг все работает. Люди разговаривают, что-то обсуждают, что-то ломается. И игра почти не забирает у тебя управление. События не показывают, они случаются. И это создает странное ощущение, как будто ты не на миссии, а в месте, где реально что-то пошло не так. И вот в чем магия. Даже если ты ничего не знаешь о сюжете, ты чувствуешь, что мир живой. Это сейчас стандарт, а тогда было ощущение, что будто мир пересобрали. И это было первый раз, когда Valve изменила индустрию. Они показали, что сюжет в шутерах может быть не вставкой, а реальностью вокруг тебя. Но дальше они делают это снова. Half-Life 2 это не просто вторая часть. Это ощущение, что будущее приехало раньше срока. И дело не только в графике. Дело в том, как игра ощущается. Как будто мир подчиняется правилам, а не сценариям. Самое важное, физика перестает быть декорацией. Это не смотри, как красиво падает банка. Это используй предмет, используй пространство. Думай, ты начинаешь играть миром. Что-то толкнуть, что-то заблокировать, что-то поднять, что-то метнуть. И когда тебе впервые дают гравипушку, это не вау-оружие, а вау-инструмент. И рядом с этим source. Даже если ты не думаешь о движке, ты видишь эффект. Анимации становятся естественнее, лица выразительней, мир атмосферней, убедительней. После этого многие студии буквально начинают жить в режиме. Нам тоже нужно вот так. Вот если бы Valve остановилась на Half-Life 2, они уже были бы легендой. Но дальше они делают самый странный ход. Valve выпускает игру без привычной стрельбы, без привычного экшена каждые 10 секунд. Только ты, комната, портал-пушка и голос, который будто тестирует не тебя, а твою выдержку. Remember our motto. There's a hole in the sky through which things can fly. Portal выглядел как эксперимент. Как будто студия решила проверить, можно ли удержать игрока идеей, а не масштабом. Можно. Portal держит тем, что ты постоянно чувствуешь прогресс. Ты понял механику и сразу хочется применить ее умней. Игра короткая, но плотная. И почти каждая минута дает ощущение, я открыл что-то новое. Portal — это про любопытство. Ты не ждешь, когда начнется. Ты все время внутри. Что дальше? И вот это чувство то, что Valve умеет делать лучше других. Оставлять тебя чуть голодным. Если упростить, Valve трижды дала индустрии новые ощущения. Half-Life — ощущение присутствия. Ты находишься внутри истории. Half-Life 2 — ощущение мира, который подчиняется правилам. Portal — ощущение свежей идеи, которую ты раскрываешь сам. И когда студия делает так несколько раз подряд, это уже неудача, это стиль мышления. У Valve есть принцип, который видно по их релизам. Они не хотят выпускать просто игру. Им интересно выпускать игру, после которой индустрия такая: окей, планка теперь стала еще выше. Из-за этого со стороны кажется, что Valve исчезает, потому что они не живут по расписанию каждые 2 года релиз. Они живут по правилу релиз, когда есть смысл. И это звучит романтично, пока не понимаешь, к чему это приводит дальше. Потому что у Valve есть парадокс. Чем больше у них получается менять индустрию, тем меньше им нужно выпускать игры часто. И сейчас объясню почему. Если студия живет релизами, ей нужно постоянно выпускать что-то новое. Иначе нет внимания, нет денег, нет будущего. А если студия создает проекты, которые живут годами, и вокруг них строится целая система, у нее появляется другая реальность. И вот тут Valve постепенно перестает быть студией игр в привычном смысле. Она становится компанией, которая строит экосистемы вокруг игр. И главный герой этой экосистемы — Steam.
но это уже следующая серия. В следующем видео мы разберем Steam, как он изменил индустрию, почему многие сначала его ненавидели, и почему после Steam Valve может молчать годами. И все равно оставаться одной из самых влиятельных компаний в играх. И да, там же поговорим, почему Half-Life 3 становится вообще необязательным, хоть и это звучит как ересь. Итак, что важно из этой части? Valve трижды подняла планку, как подается игра, как технологии превращаются в геймплей, и как маленькая идея может стать культовой. Это компания, которая не просто делает хитовые игры, она меняла ожидания игроков и других студий. Если хочешь продолжение, дай знать реакции или комментариям. Я выпускаю вторую часть про Steam, потому что дальше начинается самое интересное. Как Valve сломала индустрию и выиграла.